Здесь очень простая ситуация, которую многие спрашивают, это, как говорит, остановка кулака. Суть в том заключается, что все, когда ты в перчатках находишься, многие бьют боковой удар вот таким образом, как бы кружкой. Он имеет место быть, безусловно, но в моем понимании, конечно, на короткой, вот на этой короткой дистанции, на ближней дистанции, когда ты фактически не разгибаешь локтевой сустав, у тебя есть возможность поставить костяшки поставить. Конечно, когда профессионалы боксируют, у них перчатки там затейпирован, бинт, все, там кулак, они бьют аж вот так, вот эти удары боковые, безусловно, аж вот так кулак ставится. То есть ты фактически бьешь пальцами. Видите, в боксе в свое время, это назывался удар открытой перчатки. И сейчас у тебя затейпировано там кулак, конечно, он не ломается, но при этом ударном движении, при ударе сбоку, тебе придется раскрываться очень сильно. По-другому ты этот боковой удар не сможешь ударить. Он либо вот так идет, либо тебе придется вот такой замах. Ты открываешься, получаешь навстречу, естественно. Если тем более противник ниже тебя, никогда нельзя бить первый удар, тем более сильно. Поэтому боковой удар, да, на ближней дистанции ставим, мы поставить так можем косточку. Но все, что дальше, ближней дистанции, уже кулак переворачивается. Вот эта часть напряжена. Не кулачок крутится, а вот эта вся часть. Одна единая битка. Опустили плечики, кулак сжали. Мышцы, которые отвечают за кулак, доходят только до локтя. И сжатые кулаки, плечи расслаблены, десятками носочками ног. Закрытая, напряженная часть. И вот этот маленький локоточком движение, плечика, раз, переворот, не разгибая кулак. У вас сразу на место кулака становится плечо. И закрывает подбородок. Неважно какое расстояние. И чем дальше, тем просто больше кулак их переворачивает. Конечно, не только самый длинный мой удар, вот переворачивает косточкой, вот это. Ни в коем случае не расслаблен кулак. Поэтому вот боковой удар, это длинный боковой удар. Боевой стойкий, длинный боковой удар. То же самое, как бы пятка бедро. Пятка вперед, а локоточка вот ровно вот это расстояние, короткое расстояние. И сразу закидывается туда движение. Максимально. Я закрыт. Это движение могу сделать еще более максимально. Сверху ударить. Это вообще был бомба удара, для него фактически нету. Вы если не попадаете в подбородок, в голову хотите, вы бьете в грудь, полностью перекрывая, завалить могу на носок передней ноги плечом. Вот удар сбоку, но ни в коем случае не вот это движение. Нет, да оно может ударить, это ты и пробил, как дал мастер из-под бока махнул. Но именно переворот плечевой, средняя дистанция, дальняя дистанция, еще длиннее, здесь перед собой. Просто даже отработать это движение можно простым образом. Локоточком раз, оп, поставил себе вот положение. Локоть опускаешь, раз. Ни в коем случае не назад, прямо чуть себе. Раз, раз, раз. Как локтем пробиваете удар на перед. Переворот плечевой. Вернулся. То же самое вы делаете, не разгибая локоть, не опуская кулак. Раз. Круговой. Вот. Если сможете сделать без пауз движения, усилить могу. Длинная дистанция, то же самое. То же самое движение. Почему его и не бьют длинный правый сбоку? Потому что опасно двигать, потому что страшно его туда бить, открываешься. А вот при этом движении я никуда не открываюсь, я закрыт. Мой плечо закрывает. То есть изначально локоть он в плоскости корпуса проходит? Визуально как бы локтем, но фактически я круговое движение плечом делаю. Потому что плечо шарнир, оно не может вниз вверх, оно может только крутиться. Получается, что я как бы для показателя как бы локоточка, вот 50 локти, вот свободно, а вот этот замах, вот замах, короткий. Но фактически это плечо сработало, с лопаткой. Что левый, что правый. Единственное, конечно, еще раз повторяю, в дальней дистанции ни в коем случае не старайтесь ударить с первым же ударом в силу. Первый удар надо подойти, можно дернуть, наклониться, качнуть корпус, шагами. Дернул вниз, сам вправо, дернул в сторону, вперед. Но постановка кулака максимально вы можете прямой удар выкрутить от кулака.
Аж вот так он. Здесь вы ударите косточкой. Плечо срабатывает. У вас идет движение туда. Вот косточка встала. Никогда не должно быть прямой руки на мешке. При ударах на мешке. Вот она, воображаемая прямая линия, это вектор направления удара. Туда вкатывает, туда вкатывает. Плечевой корпус здесь не разворачивается. Он переворачивается. Переворачивается. Поэтому вот это выглядит. Выталкиваешь как бы. Боковой также. То же самое, что и боковой. Туда движение идет. Безусловно, что вот здесь я тоже так же, то же самое, вот я прямо стою. Но плечо-то у меня туда сработало. И это все только при наличии вот этой группировки. Вот это положение. Плечо, колено, носок, ноги. Вот ваш корпус может у вас стоять. Только в этом случае, это так ваша природа привыкла. Группировка боксерская. Вот верхняя часть позвоночника опущена. Получается, вот у вас прямая линия. Плечо, колено, носок, ноги. Вот такая спинка, вот такие ножки. Вот так получится шарик. Вот если продолжить, это диаметр. Кулак, локоть. Диаметр вашей окружности этого шарика. Это ваше фронтальное стойка, исходное положение, ширина плеч. Туда движение. При этом движении, когда вы вкрутили плечо, ваш кулак напряженный станет. Или наоборот можно пойти. Я вставляю кулак, как будто вот этой косточкой показываю, вон ту конфету. Вот это дело. И тогда плечо встанет. Все очень просто. Можно идти от этого. Главное поставить кулак. Можешь поставить косточный кулак, значит ты удар нанес полноценный. Вот этот боковой удар бьют его, пожалуйста, бейте, конечно, это каждому свое. Но если ты ударишь вот таким кулаком, промажешь, даже если по кости попадешь, ты сломаешь пальцы в первую очередь. Вот и все, подворачивается. И ребро жесткости идет не по руке, не вот это. Здесь тоже пальцы становятся, ты ломаешь пальцы. Подворачивая кулак, ребро жесткости идет от косточки внутрь, внутри, и вот сюда в плечо. Воображаемое ребро жесткости называем. Для ударного движения. Поэтому и не ломается кулак, потому что он сжатый. Все, спасибо.